Сегодня у нас воскресенье, 8 июня. Давайте посмотрим, что у нас тут на рынке. Давненько не записывал я ничего. Начнем мы с биткоина. О, какой график красивый. Так, что у нас было? Был у нас тут типа треугольник, из которого мы вывалились вниз. Дошли, я вам в каком-то там предыдущем видео говорил, что вот с этого лоя я буду закрывать шорты и откупать. Ну, с хеджем, соответственно. Что я и сделал благополучно. Здесь закрылись шорты. Ну, чуть повыше этого лоя ставил, да. Открыл лонги, которые тоже там закрыл. По-моему, по 104, если я не ошибаюсь. И сижу с шортом от 105. Что мы видим, собственно говоря? Видим мы не очень красивую соплю на дневке. Что это значит? Это значит, что в скором времени с большой долей вероятности мы сюда вернемся. Потому что дневка выглядит крайне не очень хорошо. Да, кто-то может сказать, что это как там молот, еще какая-нибудь херь. Да, и типа мы сейчас развернемся и пойдем выше. Такой вариант тоже не исключен, но вот эти вот штуки, они притягивают. Если мы посмотрим на историю, у нас уже было это все 10 раз. Да, вот, выкупили, пошли опять на ретест. Где у нас тут еще? Вот, похожая история. Где у нас еще тут большие сопельки? Вот, не сильно большие. Ну, в общем, будем ждать примерно там. Но можем мы куда-нибудь дойти. Вот что-нибудь там ретест сделать, там 107. Сейчас поменьше масштаб возьмем. Да, здесь у нас вот это вот, ну, на моей картинке мы ее пробили. Да, я подожду ретест, посмотрю, что там будет. Может, зайду в лонги. Но вы там сильно моим советам не следуйте. Потому что я, когда захожу, я хеджируюсь. И мне как бы, ну, будет неприятно, если она пойдет против меня. Но ничего страшного. Сильно не произойдет. А так, я как бы... Ну, у меня шорт открыт, как я вам сказал. И я, наверное, подожду. Ну, может, всю прям не буду дожидаться. Как изначально я хотел, где-то вот здесь бы я вышел. 102. 102. А некоторые товарищи, что касается вот этой вот сопротивления вот этого наклонного, да, некоторые ее рисуют вот так вот. Я что-то, честно говоря, не знаю, но они, наверное, на споте рисуют, скорее всего, да, ну, типа мы не вышли из нее. Ну, это опять же вот эти вот все треугольники и прочие всякие фигуры, их рисовать можно как угодно, да. Он будет правильно вот так вот. А если еще вверх пойдет, то потом можно вот так вот перерисовать, да. И вот здесь вот, допустим, она развернется на 107, как я и говорил. Да, и тоже вроде как что-то клин, треугольник, еще там что-то. Да, поэтому как рисовать, смотря. Да, у меня вот нарисовано. Она была плюс-минус вот так вот. Да, у нас раз точка, два точка, там условно ложный пробой. Вот, то слово забыл. Здесь точка, здесь точка, здесь точка. А если мы как бы, ну, сейчас вот это вот все перерисуем, то у нас немножечко другая картина будет. На самом деле это не суть важно. Да, что у нас? Здесь же мы пробили. Единственное, мы на дневке здесь не закрепились, да? У нас же получается, что мы как бы пробили до 100 и ушли обратно. Довольно-таки быстро. И у нас дневка получилась, закрылась как бы в этом треугольнике.
что как бы не есть хорошо. Но если смотреть четырехчасовик, то как бы мы вернулись, хотя у нас цель по треугольнику там была там в районе, наверное, 95-96. Может и 93, не буду сейчас рисовать, неохота мне. Ну, то есть это инструменты довольно-таки ненадежные. Вот эти все рисования, это так. Ну, как бы за неимением другого, да, каких-то инструментов более надежных, скажем так, которых на рынке в принципе нет, прогнозирования, да, то, ну, как бы используем то, что есть. Так, что у нас? Ну, если взять дневку, как бы хорошо, что мы вот из этого вывалились. Потому что вот это, конечно, было опять какое-то безобразие, да? Что мы раз, два, три, четыре касания. Да, и мы считаем, что так вот без откатов шли. Что не очень хорошо. И очень как бы может быть, что мы придем вот сюда. Может не придем, как бы как, что делать, как это все торговать, да? Может придем, может не придем, может вверх, может вниз. Делайте свои системы. Какие-то торговые, при которых вы либо там с ограничением риска торгуете, либо хеджируетесь, либо делаете еще что-то. Потому что вот эти вот все истории как бы раз на раз не приходится, что они там будут постоянно отрабатывать. Вот здесь же пробили, как бы где все заходили. Ну здесь вот все заходили на отскок, даже пониже. Вот. По 104. Ну типа сейчас ретест и вниз. Да? В итоге мы распределили все это падение. Да? Мы дошли до хаев. Не все, я как бы рано закрыл, сознаюсь. Но как бы по 104 в шорты я не стал заходить. Поэтому как-то так. Торговать все сложнее. Рынок как бы сложный. Довольно-таки. Постоянно нам этот технический анализ ломает. Как хочет. Когда хочет и где хочет. Естественно, чтобы побольше людей засадилось. Ликвидность собиралась. Да, сейчас что, вот эти вот все шорты, их заперли. Вернемся ли мы сегодня сюда? Может вернемся, может нет. Фиг его знает, и могут повести. Где у нас еще? Ну, типа на ретест вот этой вот, которая дневки была, поддержку, да, трендовую. Да, это где будет? Это будет там в районе, если мы пойдем на ее ретест, там 120, 130. Еще у меня есть вот такая вот прекрасная линия на 126 сейчас. Можем ли мы туда пойти? Да легко можем. Поэтому так не работает теханализ сейчас. Вы можете на мелких таймфреймах, да, смотреть, искать какие-то развороты и ставить стоп. Когда ставить стоп? Ну вот вы видите там разворот. Да? Ну опять же, когда вы увидите, что это разворот. Да, вот здесь, как вы будете это торговать. Вот сопротивление. Да, где все ждали, что мы сейчас сюда ткнемся. Да, вот она, красная свечечка. Вот здесь набирали шорты. Ну, потому что как бы логично, технический анализ же, насмотренность и вся вот эта вот херобора, что мы отсюда, максимум вот отсюда, как бы пойдем вниз, как бы вот это вот залоченная ликвидность у нас. Да, мы сюда приходим, ретест, и идем распределять хотя бы вот этот лой. Да, можно там что-то еще, там Фибоначчи какой-нибудь там накинуть еще. Фибоначчи я вам уже в прошлом видео рассказывал, это вообще херота непонятная. Ну, то есть у вас там куча уровней, и от какого-то из них, да, будет отскок. И типа все считают, что это работает. Ну, как бы, блядь, глупость какая-то несусветная. Понятно, что там, если как бы вот его накинуть, да, где-то, наверное, будет отскок. Нет, Фибоначчи. Да, оба-на. О, от скольки? Ну, почти от 0,5.
эти скажут, о, ну чуть-чуть не дошло. Ну вот 0,38 как бы точно это было. Ну и из этого же разряда. То есть использовать это практически непонятно как. Где ограничивать риски. Ну и вот на маленьком таймфрейме, так вот с ограничением рисков, да, что-то можно здесь искать. Какие-то разворотные точки. Ну опять же уже когда развернулось, да, где-нибудь вот здесь вот заходить, стоп за этот лой. И как бы погнали. Ну соответственно, если у вас там риск в день 2%, да, таким макаром вы в месяц заработаете там, дай бог, 5-10. Потому что, естественно, часть сделок будет убыточная, часть плюсовая. И, соответственно, там риск-прибыль как бы надо будет соблюдать. Не заходить во всякую фигню. Да, там можно на 30 минутки. Ну, что-то так. Потому что на дневке как бы, ну, что ты здесь будешь торговать? Ну, можно, но у вас стопы будут, либо у вас позиция будет сильно маленькая, да, потому что стопы довольно-таки большие. Ну, несколько долларов, ну, несколько тысяч у вас будет. Да, допустим, там от любого уровня, да, вот здесь вот. Где вот он лой, там, допустим, да, был какой-то уровень. Ну, и то он, наверное, сбился. Здесь не совсем он такой. Ну, то есть вот эти вот все проколы, это же что, как бы вот вынос стопов. По сути, ты думаешь, что вот я сейчас отложку кину. Ну, если изначально у нас был вот он, да, лой какой-то, мы пришли сюда, вот я отсюда буду покупать. Да, вот вынесли раз, вот два. Причем здесь вынесли там прилично. Ну, как бы опять же 2-3 доллара. 1000 долларов. Ну, то есть, если так заходите, то вам надо, ну, как минимум, стоп-лосс ставить там в несколько тысяч долларов. Ну, соответственно, если там 2% у вас стоп, соответственно, маленькая позиция. Ну, как бы, если вам повезет, и вы зайдете, как бы, вот здесь где-то в проторговке, да, и дождетесь, как бы, вот такого движения, ну, да, вы там заработаете. А так, по-другому, как бы, ну, у вас сильно маленькая будет прибыль. А времени, как бы, ждать на дневке сигналов, это, ну, довольно-таки прилично. Это здесь мы хорошо ходили еще. Ну, в общем, как-то так. Ждем. Сейчас ждем, смотрим, что куда. В Америке там какие-то протесты где-то, там войска ввели. Хрен его знает, как на рынок это повлияет. И что там будет Маск с этим, с Трампом. Не знаю, так вроде в Твиттере пока особо ничего не видно. Здесь как бы была понятная ситуация. Вот у вас ликвидность, вот мы сделали ее ретест. Вот отсюда как бы все набирали шорты. Это, в принципе, понятная рыночная ситуация, да, это как вот я вам здесь показывал, только здесь масштаб как бы был сильно маленький, а это как бы 4-часовик. И вот мы провалились, хватило ее, вот, чтобы до сотки нам провалиться. Куда дальше, хер его знает, честно сказать. Да, мы можем как? Сюда сходить на ретест или вообще сюда не ходить, да, и куда-нибудь бахнуть. Если вот это вот выкупили, да, там я не знаю, куда нас там могут увести. Ну, 115, понятно. Да, можем туда не пойти, можем вот здесь вот развернуться, еще раз ретест сделать. Где-нибудь, может, чуть повыше, там, да, 108. И отсюда развернуться, уйти ниже. Короче, вариантов масса, и никто ни хера не знает. Если вам кто-то рассказывает, что как бы вот я знаю, куда точно пойдет рынок, никто ни хера ничего не знает. Все это так, больше угадайка. Да. Все блогеры, вот, да, давайте так поставим, а давайте сяк поставим. Ну, давайте как бы поставим. И причем потом многие как бы и не говорят, что вот у вас там был стоп-лосс там, или там еще что-то там, то, что я там наговорил в прошлом видео, как бы дают просто новый сигнал, как бы и все. Ну, как бы частично логика там есть, то же самое, они отторговывают вот эту всю хероту.
в виде там треугольников, уровней и так далее. Так, ладно, давайте эфир посмотрим. Что у нас по эфиру? По эфиру у нас как бы картинка более-менее вообще понятная, да, у нас здесь тупо боковик. Больше я здесь как бы ничего не вижу. Боковик как боковик. Поэтому что отторговывать? Ну, вот эти вот штуки можно отторговывать, да. Здесь же на продолжение набирали. Да. Ну, опять же, видели? Здесь все равно надо стопы ставить побольше. Что мы видим? Флаг мы видим, знаете, вот будем продолжать. Будем продолжать. Здесь все встали на продолжение. Да, кто-то в лонг здесь, конечно, вставал, которых вот этой соплей, наверное, подвынесли куда-нибудь сюда, вот они стопы поставили. И все, а шорты вынесли вот здесь, сюда пошли. Ну, правда, эфир еще, кстати, не дошел туда, куда надо. Вот 2,590. Вот отсюда будут опять набирать примерно 2,590, 2,615. Вот тут эта вот зона как бы шорт. Типа шорт. Так, все, ребята, давайте. До новых встреч. Может, что-то запишу я, когда рынок куда-нибудь двинется. Всем пока.